Привет, друзья! Сегодня обещанный ролик про мое питание, и прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшой дисклаймер, что в данном ролике я показываю именно тот рацион, которым питаюсь я. Это не диета, тут нет точного подсчета калорий, белков, жиров и углеводов. Это подойдет не всем и особенно не подойдет людям, которые имеют лишний вес. Этот ролик, точнее рацион, был снят еще год назад, но поскольку в моем питании особо ничего не меняется уже много лет, это, естественно, актуально и сейчас. Весь этот материал снимался на протяжении нескольких недель, наверное, где-то порядка месяца. Какие-то похожие продукты и блюда не вошли в ролик, но в целом от снятого материала должно хватить, чтобы вы получили представление про мой рацион. Начало ролика я начал снимать еще в летнее время на даче, конец ролика доснимал уже в городе. В общем, погнали. Хочу сказать, что ем я 3 раза в день. Сначала я покажу вам свой завтрак. Это, как правило, творог. На даче развесной деревенский, который я покупаю у фермера. В городе это обычный творог из магазина в упаковке. Но также это могут быть йогурты, сырковые массы и прочие творожные продукты. В творог я, как правило, добавляю что-то сладкое, например, варенье. Вот в данный момент я добавляю, по-моему, сливовое варенье. И, как правило, с творогом я также ем сметану. Тут варенье из черной смородины. Это просто протертая черная смородина с сахаром. А это творог с медом. Также я люблю сырники. И часто ем их и на ужин, и на завтрак, особенно когда надоедает творог. Поэтому, кто в теме, ставьте видео на паузу и начинайте шутить в комментариях. Также не забываю про яичницу. Вот люблю с колбаской. Ну и, как правило, на завтрак я еще съедаю где-то 3 бутерброда с колбасой или с сыром. Ну а запиваю все это дело по настроению: либо чай, либо кофе, либо какао, ну и либо макачино. Вот в данном случае, по-моему, макачино. Ну и от завтрака плавно переходим к обеду. Обед — это, как правило, стандартные 3 блюда: первое, второе и третье. Итак, первое — это суп. Суп может быть любой, как правило, это что-то на мясном или рыбном бульоне, а дальше что воображение нарисует. В данный момент это суп из рыбных фрикаделек. Ну, естественно, там лучок, картошка, морковка и так далее. Ну, это, как вы понимаете, мясной бульон. Что еще хочу сказать? Суп ем я всегда с хлебом, с черным или белым по настроению. Вот в данном случае сделал хлеб в тостере и потом натираю его чесноком. Это рассольник. Это суп из какой-то белой рыбы и креветок. Ну, я понимаю, как сейчас озаботятся любители здорового питания, но бывает ем вот такую штуку, ничего не поделаешь. На второе, это опять же какое-то мясо или рыба и гарнир. Вот в данном случае это рыбная котлета из фарша, макароны, которые посыпаны сыром. Это гречка с тушеным мясом. Ну а здесь у нас буррата или моцарелла с мясом на гриле, с лучком, вот как вы видите, помидорчики. Ну и, к слову сказать, стараюсь не забывать про овощи в своем рационе. Тут котлета из рыбного фарша, жареная картошка и помидор. Это жареное мясо и жареный картофель. А это макароны и жареная курица. Тут у нас картофель в мундире, овощи, жареное мясо и люля-кебаб. Это рис и жареное мясо. А это рис, тушеное мясо и салат из овощей. Это салат из хлебцов, кукуруза, фасоль, сыр, чеснок и майонез. Еще, по-моему, какие-то ингредиенты, но вот основные такие. Тут жареная картошка с консервированной рыбой и овощи.
А это салат, это жареное мясо, орехи протертые, сыр обжаренный, салатные листья и брусничное варенье. А это гречневая каша, креветки, вареный кальмар, опять же моцарелла, помидоры. В общем, надеюсь, вы получили представление о том, какие блюда на второе я ем. Ну и запиваю я все это дело чаем. В данном случае пью чай с мятой. Ну а вообще к чаю могу добавить, и это, как правило, каждый день, а не от случая к случаю, мармелад, печенье, зефир, какие-то пирожные и прочие сладости. Так, ну и ужин. На ужин я обычно ем то же, что и на второе обеда, то есть это, как правило, мясо с гарниром, ну либо то, что попадется под руку. Что хочется сказать в завершение? Для каждого человека нужно формировать свой рацион, и тот рацион, который я употребляю, может не всем подойти, особенно если вы пытаетесь сбросить вес. Возможно, мой рацион подойдет тем, кто вес хочет набрать, ну, тут опять все индивидуально. Что по БЖУ, да, то есть это белки, жиры, углеводы. Я стараюсь употреблять от 1 до 2 грамм белка на килограмм веса. То есть белка у меня в день уходит, наверное, где-то порядка 130 грамм плюс. А углеводы и порядка 300 плюс, жиры 50 плюс грамм. Но основной показатель, на который я ориентируюсь, это белок, так как все остальное можно добрать или урезать в любой момент. Ну, и опять же, все вышеизложенное — это мое имхо, поэтому кто не согласен, может писать в комментарии. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Надеюсь, что ролик будет кому-то полезен. В любом случае, оставьте свой комментарий. А при желании поделитесь своим рационом и результатами, которые вы достигли. Ну а я желаю вам здоровья и тренировок без травм. Увидимся в следующем ролике.